Всем привет! Сегодня я приготовлю отличный перекус. Несладкое, простое в приготовлении зерновое печенье. 100 мл горячей воды смешиваю с 1 чайной ложкой соли и 100 г сливочного масла. Смешиваю до однородного состояния. Чтобы печенье было более хрустящим, добавляю 50 г крахмала. Крахмал можно добавлять как кукурузный, так и картофельный. Просеваю 230 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, примерно 5 грамм. Муки может пойти немного больше или меньше. Все зависит от влажности муки. Замешиваю тесто. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Если у вас будут вопросы по данному рецепту, задавайте их в комментариях. Постараюсь обязательно ответить. А также все граммовки вы всегда сможете найти в описании под видео. Вот такое мягкое тесто, не липнет к рукам. Делю его на 3 равные части. Собираю в шарики, 2 из них накрываю, чтобы не подсыхали, пока я буду раскатывать первый кусочек. Выкладываю кусочек теста на пергаментную бумагу, сверху накрываю таким же листом бумаги. Это для того, чтобы было легче раскатать тесто на бумаге тонким слоем. И раскатываю. Снимаю верхний лист пергаментной бумаги, обрезаю неровные края. Взбиваю 1 яйцо. Смазываю весь лист теста яйцом. Делаю это для того, чтобы семечки, которыми буду посыпать, лучше закрепились на тесте и не осыпались. Ну и яйцо придаст красивый золотистый цвет. Смешал 4 вида семечек, всех по 30 грамм. Здесь у меня тыквенные, семечки подсолнуха, лен и кунжут. Посыпаю по всей поверхности теста, слегка прокатываю качалкой, чтобы семечки лучше закрепились. Нарезаю на кусочки, размеры можете делать любые на свое усмотрение. Если делать идеально одинаковыми, то можно использовать линейку. Выпекаю в разогретой духовке до 200 градусов 10-15 минут. Время зависит от работы вашей духовки и толщины теста, которую вы раскатали. Достаю первую партию, с остальным тестом проделаю все то же самое. Печенье получается очень ароматным и хрустящим. Отличный перекус, в школу, на работу, можно сложить в контейнер и хранить длительное время. Если вам понравился рецепт, подпишитесь, поставьте лайк, оставьте комментарий и до встречи в следующем видео.